till the day I die. Всем привет! Добро пожаловать на мой следующий ролик, посвященный изучению языка программирования C++. И прошло опять немало времени, увы, с выпуска моего последнего ролика, но я рад, что я наконец-то продолжаю этот курс. И сегодня очень знаковая тема. По сути, то есть этим роликом мы открываем целый раздел языка программирования C++, очень важный, я считаю, вообще такой существенный раздел, а именно шаблоны C++, или как еще часто называют, generic type. Ну, в C++ обычно шаблоны, темплейты, но в других языках программирования вы можете встретить такое определение, как генерики. То есть, что такое вообще шаблоны, да, или генерики? Это, по сути, типы, которые работают с обобщенными, то есть, ну, по-английски генерик это и есть обобщенный, с обобщенными типами. Например, это могут быть классы, структуры, то есть вы создаете, например, класс, структуру или даже функцию обычную, или метод внутри класса структуры, которые, в свою очередь, работают с вот этими обобщенными генерик типами. То есть, по сути, если вы создаете класс или структуру, у вас есть один тип, да, то есть, который вы можете потом инстанцировать, создать его объекта этого класса или структуры, который содержит в себе другой тип, причем обобщенного именно характера. То есть этот тип может быть абсолютно любым другим типом, будь то базовым, каким-нибудь integer, float, там double и так далее, или же пользовательского типа, например, другого какого-то класса, который вы создали. Что ж, давайте начнем с того, да, во-первых, сразу скажу, что тема довольно объемная, и разбирать ее стоит очень обстоятельно и постепенно, и поэтому данное видео будет посвящено именно шаблонам функций. Вот, а остальные тогда мы рассмотрим уже в следующих роликах, то есть шаблон класса, наверное, мы рассмотрим уже в следующем ролике. Что ж, давайте начнем, собственно, с шаблонов функций. Напишем, как обычно, iostream. Я ошибся, как всегда, в include. Когда-нибудь я обязательно научусь печатать include и еще в довесок с endline. Я надеюсь, это обязательно когда-нибудь случится. Так. Пишем обычный main. И давайте начнем, естественно, с объявления нашего шаблона функции. Чтобы объявить любой шаблон, мы должны воспользоваться ключевым словом template, то есть пишем template, и далее вот в таких треугольных скобках мы указываем наши generic параметры, то есть вот эти параметры обобщенного типа, которые могут становиться любыми типами. Для этого используется ключевое слово либо type name, вот такое, да, либо класс. Разницы, по сути, никакой для компилятора нету. Выбирайте, что вам больше нравится. Мне, как правило, больше нравится использовать слово type-name, потому что все-таки он подчеркивает, что это именно некий тип, то есть имя типа. На мой взгляд, это ключевое слово, ну, в каком-то смысле лучше отражает смысл того, что мы пишем. Ну, класс можно, допустим, использовать, когда вы именно используете генерик типы в классах, да, ну, как вариант. Хотя, опять же, разницы никакой нет, используйте то ключевое слово, которое вам больше нравится. Далее указываем на непосредственно идентификатор нашего генерик типа. Это часто бывает вот такое вот какой-нибудь T большой, либо T1, T2, но опять же идентификатор данного генерик типа вы можете выбрать любой по, ну, руководствуясь, естественно, правилами стандартных идентификаторов в языке программирования C++. Я в данном случае воспользуюсь вот таким идентификатором, просто напишу T большое. И далее, смотрите, далее мы уже пишем как бы обычную функцию, то есть то, что вы наверняка уже умеете делать, создаем некую обычную функцию. Допустим, эта функция будет просто, ну, что-нибудь там складывать и выводить, как я часто люблю писать какую-нибудь функцию для примера, которая что-нибудь умножает, складывает и делит, ну, что-нибудь простейшее. Вот, назовем ее, допустим, summator, да, сумматор. И наделим нашу функцию уже
неким параметром нашего шаблонного типа. То есть смотрите, как стоит вообще воспринимать, то есть что такое мы написали вообще на третьей строчке. По сути, мы объявили нашу функцию предварительно, да, указали, что следующая функция будет использовать некие шаблонные типы. Причем, опять же, мы можем шаблонных типов перечислить несколько, не единственный. Но мы дальше к этому перейдем. Я пока покажу на максимально простом примере с единственным шаблоном типа. Вот. И далее мы уже после объявления предварительно вот этой строчки, да, мы указали, что функция будет использовать некий параметр генерик типа, и после того, как мы уже пишем тип возвращаемого значения, идентификатор функции, открываем круглую скобку, и вот здесь как раз-таки в параметрах мы уже вольны воспользоваться нашим шаблонным типом. То есть пишем t, то есть по сути мы должны воспринимать t как имя, опять же, идентификатор нашего типа. То есть, почему мне нравится, опять же, я вернусь к этому вопросу, почему мне нравится использовать ключевое слово type_name? Потому что, по сути, оно очень хорошо отражает смысл того, что мы пишем здесь, потому что мы объявляем именно имя типа. То есть не просто идентификатор какой-то, а имя типа. И теперь мы этим именем типа можем воспользоваться внутри нашей функции. То есть пишем t, то есть переменная, которая будет некоторого типа t, то есть общего типа, генерик типа. Ну и, например, t var1 и далее t var2. Закрываем скобку, открываем скобку вот такую, закрываем. И предположим, мы просто хотим, что мы хотим? Давайте, знаете как? Мы назовем его не сумматор, или, ладно, пускай будет сумматор, но смотрите, что мы сделаем. Предварительно мы выведем тип наших переменных. Я это сделаю для того, чтобы показать вам явственно, как, то есть, работают, да, наши обобщенные вот эти генерик параметры. Type of var. Кстати, не написал var1 здесь. Type of var1. И далее я воспользуюсь такой штукой, называется она, как она называется? Type ID, по-моему, называется, да. Type ID, передаем сюда нашу переменную var1, например. Далее пишем вот так name, и этот print выведет нам тип переменной 1, и следующий print выведет нам тип переменной 2. Вот так просто поменяем здесь. Ну а далее, коль уж мы назвали эту функцию сумматором, да, ну пускай она возвращает нам тогда такой же параметр t. То есть раз мы будем складывать, ну, некоторое значение, да, которые имеют оба одинаковые параметры типа некоторого, ну, то есть некоторого генерик типа t, то пускай она и возвращает, естественно, этот тип. То есть мы складываем здесь var1 плюс var2. Предварительно, опять же, функция нам выведет два вот таких принта с типами каждой из переменных, и мы убедимся, что типы будут одинаковые, потому что мы используем одинаковый параметр генерик, да. Ну а теперь мы можем уже вызвать функцию. И как мы это делаем? То есть смотрите. Предположим, давайте предположим, что мы хотим в наш сумматор, в наш вот этот, ну, нашу функцию шаблонную отправить некоторые два интеджер значения и сложить их соответственно. И мы хотим проверить, а действительно ли они будут интеджерами, да, то есть наши вот эти пока непонятные условно да, шаблонные параметры, действительно ли они станут интеджер типа. Объявляем простейшие переменные, тоже назовем их там var1, ну также, например, да. И далее мы теперь вольны вызвать нашу функцию, но смотрите, при вызове функции мы должны в тех же треугольных скобках, в таких же вот при, ну, как мы использовали при объявлении нашей функции шаблонной, указать, с каким типом мы собираемся работать при вызове. То есть, если мы хотим работать с integer типом, мы, соответственно, должны указать в треугольных скобках int. Далее мы, как обычно, открываем круглые скобки для вызова нашей функции и передаем в нее в качестве аргументов ее параметры наши integer типы.
Все, здесь мы вызываем функцию. И да, не забываем, естественно, объявить какую-нибудь переменную result, в которой мы сохраним наше значение. Как видим, мы ошибку не получаем. Почему? Потому что мы объявили, то есть, нашу функцию. То есть не объявили, а вызвали нашу функцию, указали ей, что эта функция конкретно будет работать, то есть шаблонная функция будет работать с типами integer, хотя наш параметр шаблонный может быть кем угодно, да, то есть любым типом стать, и мы это сейчас обязательно посмотрим, убедимся в этом. И теперь мы можем вывести result. Но не забываем, что так как мы внутри функции еще выводим типы, мы убедимся в том, что наши оба параметра, в которые мы передали в качестве аргумента вот эти наши переменные, они являются типом integer, то есть они превратились, наши t превратились в integer, грубо говоря. Так, все, мы можем скомпилировать наконец нашу программу и запустить ее. И как мы видим, то есть type ID нам показывает II, что означает, что integer type, да, у нас обе переменные являются integer типа, и result, собственно, 30. То есть у нас наш сумматор сложил две наши переменные и выдал нам абсолютно корректное значение. Вот, а теперь давайте предположим, что мы хотим работать, ну, с некоторым другим типом. Например, с каким-нибудь, я не знаю, пускай будет с даблом. Да, кстати, еще вот такой нюанс, что в некоторых случаях компилятор способен вывести сам. То есть, смотрите, я убрал здесь треугольные скобки, но компилятор при этом меня не ругает. То есть, я опять же могу еще раз собрать программу, запустить ее, и она отработает корректно. Потому что в некоторых случаях компилятор может вывести типы сам. Но это не всегда так. В других случаях, например, когда вы объявите какой-то непростой свой пользовательский тип, то вам наверняка придется указывать. То есть, это все, честно я вам не скажу, все как бы случаи, в которых компилятор будет требовать от вас указания в треугольных скобках типа параметров шаблонных, с которыми вы будете работать, но просто знайте, что если, допустим, компилятор вас ругает, ну и, скорее всего, ваш LSP там или что, чем вы пользуетесь, подскажет вам именно в чем ошибка, то сразу в любом случае пробуйте указать тип в треугольных скобочках, с которым вы собираетесь работать. Скорее всего, это исправит возможную ошибку. Но, опять же, в некоторых случаях, как сейчас, компилятор способен сам вывести типы. Вот, а теперь давайте предположим, что мы хотим работать не с интами, а с какими-нибудь даблами, да, и превратим наши переменные в типа double. Здесь мы... народ. Так, стоп, я вместо переменных передавал... вот в чем дело, да. Скорее всего, почему мне компилятор позволил... Да, сорян, я вместо того, чтобы передать свои объявленные переменные... я передал сюда какие-то просто значения. Вот поэтому компилятор меня и наругал. Да, народ, сорян, еще раз. Так, ладно, это работает, но это не то, что мы хотели. Убираем здесь вот такой хардкод. Я что-то закосячился немного. И передаем теперь наши переменные. Вот, кстати, сейчас не факт, что он выведет. Может выведет, может нет. Ну, выведет, да, кстати. Но, опять же, я оставлю все равно для вас треугольные скобки, потому что базово стоит помнить про то, что шаблону иногда нужно указывать руками тип, с которым будет компилятор, инстанцирует вызов данной функции. И мы сейчас, кстати, сможем это проверить. Дальше вас ждет в этом видео небольшой сюрприз. Я дополнительно поделюсь с вами очень полезным сайтом, в котором можно очень круто проверять код в C++. Удивительно, что я до сих пор этого не сделал, собственно, сори, но сейчас я это сделаю. Короче, проверяем еще раз, очищу все, еще раз соберу программу, проверяем, да, видим, что все нормально. Еще раз покажу вам, что в данном случае компилятор даже с переменными может вывести корректно все значения. Но, опять же, помню, что в некоторых случаях он потребует от нас явного указания данного шаблонного типа. Вот, а теперь давайте попробуем поработать с другим типом. То есть, как видим, мы здесь получали два инта, то есть II. А теперь мы поработаем, допустим, с типами double.
и сделаем их, собственно, вот такими полноценными даблами с точкой, после которой идут какие-то цифры. Ну, также мы их передаем сюда. Только единственное, странно, что у меня компилятор не ругает за то, что здесь у меня int указан. Интересно, кстати, вот честно, я даже не помню, что он сделает в этом случае. Давайте попробуем собрать программу, посмотрим, да? О, замечательно. То есть, смотрите, вот еще, я даже забыл про это. Если вы передаете некоторые аргументы в параметры шаблонные, да, то есть генерик типов, например, вот у нас tt, и мы передаем наши аргументы var1, var2, которые являются типами double, но при этом мы указываем при вызове шаблонной функции, что мы работать будем с интом, он их приведет к интам, понятно? А если мы вот сейчас поменяем на double, то вот теперь наверняка мы соберем программу и видим, что типы будут double. Вот, видите, double-double. То есть теперь у нас и результат как бы изменился, и typename показывают нам double-double. Так, только единственное, я что-то не пойму, почему он у нас... да, почему округлил, потому что я здесь использую вот тут int, да, то есть надо тоже на double поменять. Вот теперь мы получим более правильный результат. Да, вот теперь абсолютно правильно, потому что мы принимаем правильный тип. А то у нас cast был к инту здесь, в result int у нас хранился. Вот, ребят, собственно, вот такое простейшее, да, объявление шаблонной функции. Да, еще я обещал показать, когда будет два параметра. Ну, давайте, я думаю, что это тоже надо. В принципе, информации уже, наверное, многовато, но, в принципе, я стараюсь быть максимально, как всегда, вербозным. Все по 10 раз повторяю, чтобы вам было понятно, и чтобы вы уже в процессе даже самого просмотра ролика закрепляли материал. Но теперь давайте представим, что мы хотим работать вообще с двумя разными типами шаблонными, то есть с какими-то рандомными двумя типами в нашей функции. Для этого мы что делаем? Мы просто в треугольных скобках сверху объявляем еще один тип, typename, ну и назовем его, например, t1, да, этот будет у нас просто t, этот t1. И меняем здесь тип второго параметра уже на t1, то есть получается, что первый шаблонный параметр у нас t типа, а второй шаблонный параметр t1 типа. И причем возвращать мы можем, опять же, либо приводить возвращаемое значение к t типу, либо приводить его к t1 типу. Давайте, кстати, ну, в принципе, это не имеет большой разницы. Пускай будет к t типу. Вот, и теперь, когда мы вызываем функцию, мы можем указывать здесь два параметра. Например, мы укажем, что первый будет это double, а второй будет это integer. Вот. И получается, что при вызове данной шаблонной функции наша первая переменная останется даблом, то есть компилятор оставит ее даблом, но вторая, да, переменная кастанется к инту, то есть она, несмотря на то, что она базово объявлена как double типа, но мы указали при вызове шаблонной функции, что ее шаблонный параметр второй, то есть t1, будет типа integer, и поэтому он кастанет ее к интеджеру. И, соответственно, при сложении здесь будет сложение интеджера и дабла, но в итоге возвращаемое значение у нас кастанется к первому типу t, который, опять же, у нас указан как double, и поэтому, по сути, работать мы будем с double. Ну и примем мы сюда, естественно, double. Давайте посмотрим, что из этого получится. Очищу еще раз, чтобы нам ничего не мешало. Запустим программу и увидим, что все верно. То есть первый тип, у нас первый print, да, нашего typename, который показывает нам тип, является d, то есть double. Второй тип является и integer I. И result у нас double, то есть 30,5. То есть здесь мы складывали, по сути, double и integer. Double у нас был 10,5. А integer у нас, то есть изначально наш double, который был 20,7, кастанулся к интеджеру, произошло округление до целочисленного значения, до 20, и поэтому в итоге здесь мы складывали 10,5 и 20. И в итоге, так как мы тоже все выражение кастуем к даблу, оно у нас является даблом. И возвращаем мы его тоже в дабл, и поэтому мы корректно его смогли вывести как значение 30,5.
То есть, ребят, смотрите, еще раз подытожим все. Что такое генерик типы? Генерик типы — это обобщенные типы, которые могут становиться любыми другими типами. Пусть даже, давайте вот, да, я уже хотел было подводить итог, но давайте все-таки я покажу, что можно использовать даже пользовательские типы, не только базовые. То есть мы можем использовать там инты, даблы, булианы, какие хотите, флоты, типы, но при этом мы даже можем объявить некую структуру, например, или класс, неважно, там, пускай называется юнит, но у меня геймдев головного мозга, сори, обычно я сразу юниты какие-то создаю. Вот, например, некая структура юнит, в ней неважно, какое-то поле, там, float типа, некая переменная, которая, допустим, там, health, да, хранит, раз у нас юнит. Вот, не имеет значения, в принципе. И предположим, что мы хотим, чтобы наша функция научилась работать еще и с третьим типом, да? То есть сейчас немножко усложним пример, но я думаю, что вы уже, в процессе вот изучения того, что было сказано выше, думаю, что вполне себе осилите и этот пример. Так, выведем тип нашего третьего типа, то есть var3, да, мы должны теперь объявить переменную var3, и мы, знаете, не просто var3 назовем, а unit ее, вот так вот. Но тип у нее будет type 2. Так, тип, и мы можем даже, знаете, как указать, тип unit, то есть для вашего, то есть более комфортного восприятия. Подожди, T не позволяет он, да, делать такое? Unknown type. Да, виноват, он наверняка позволяет, это я просто забыл здесь поменять. Вот, я специально называю здесь для простоты, чтобы вам было понятнее, T-unit. То есть я делаю шаблонный параметр, хотя, вы знаете, это вас еще, наверное, запутает, потому что, опять же, шаблонный параметр стоит воспринимать как общего типа, он не будет привязан к юниту. Но, окей, давайте я все-таки беру и оставлю T2. А то вы запутаетесь и подумаете, я просто хотел было подчеркнуть, но с другой стороны я потом подумал, что нет, это наоборот внесет некую путаницу. Шаблонные параметры — это параметры обобщенного типа. Они могут становиться абсолютно любым типом, даже пользовательскими. И сейчас мы увидим. И да, следуя этой логике, мы эту переменную просто назовем var3. То есть это некая переменная. Мы не знаем пока, какой переменной мы хотим, какого типа переменной мы хотим пользоваться. Мы об этом узнаем только при вызове. Здесь у нас пока ошибка, но ничего страшного. Выведем тип третий нашей переменной. И что мы можем здесь сделать? Мы можем, да, мы пока не знаем, с чем мы работаем, чтобы прямо складывать, да, вот так. Но. Так, хорошо, пока давайте тогда из нашего сумматора, да, или бог с ним, нам самое главное сейчас просто увидеть, что мы сюда передали пользовательский тип, чтобы вы увидели, то есть пускай он также складывает, допустим, var1, var2, а var3 нам, в принципе, все равно. Давайте объявим нашу структуру типа, пишу как C, да, типа unit. И теперь мы укажем, что при вызове нашей функции, наш сумматор, который теперь не просто сумматор, который еще зачем-то принимает наш объект класса unit, укажем, что он работает с типом unit, теперь еще в довесок. Да, мы забыли. Тут все нормально, мы забыли просто передать. Вот, сейчас все нормально будет. Вот, мы передали... То есть мы указали при вызове нашей шаблонной функции, что мы работаем еще и с третьим типом теперь, то есть, обязательно, да, у нас 3 параметра, 3 типа. И мы указали, что третий тип — это вообще юнит, наш пользовательский тип. И как мы видим, мы корректно передали его в качестве аргумента. Теперь мы можем еще раз собрать нашу программу и увидеть, что все работает корректно. И теперь нам type_name, то есть который внутри, опять же, выводит следующий тип третьей переменной, корректно показывает тип нашей переменной. То есть это for_unit, это наш, собственно, то есть пользовательский тип, который мы объявили. То есть еще раз, ребят, смотрите, шаблонные параметры работают с абсолютно любыми типами. Структура, класс, стандартный тип, double, int, все что угодно. Мы, по сути, можем даже сделать что? Мы можем указать переменные еще там какое-то количество произвольное, неважно, и выбрать любой тип. Допустим, четвертая переменная будет тоже там тип T2, да.
T2. И в данном случае мы опять должны указать, допустим, объявить еще один объект нашего типа. Вот здесь он опять же автоматически, интересно, он выведет корректно, сейчас проверим. Он, по идее, даже сам выводит даже мой тип пользовательский. Я забыл добавить еще один print. Добавляем print. Видим, что он даже так корректно выводит. Опять же, в некоторых случаях у вас будет требоваться вот такое указание. Стоп, мне здесь не надо, потому что я объявляю, то есть я работаю с таким же типом, поэтому нормально, да, естественно, он здесь не ругается. Я почему-то забыл, что я не объявлял еще один тип. Я почему-то подумал, что я не только параметр указал, но еще и тип генерик новый создал. Нет, вот в том-то и дело, что я показал, что мы можем работать с одним каким-то типом и объявлять кучу параметров и работать с ними внутри. Вот в чем штука. Причем не только, смотрите, не только параметров, мы можем и объявлять внутри тела функции. Да, вот еще не показал одну штуку. То есть мы можем здесь объявить некий тип t, ну не тип t объявить, а имеется в виду уже переменную объявить нашего шаблонного типа t, а t какой-нибудь там variable, да. И тоже работать с ней как с таким же, с таким же параметром шаблонным, как мы работали до этого. То есть свобода практически безграничная. Я вот насколько помню, кстати, есть такая тема, что шаблоны, сами даже по себе шаблоны являются Turing Complete, по сути, языком, на котором можно написать все, что душе угодно. Вот такая вот мощная штука шаблоны. Так, ребят, все, я думаю, этого пока достаточно. Я вам что посоветую после вот прохождения данного урока, что поделать. Просто пописать свои еще шаблонные функции, поиграться, так сказать, с кодом, как я люблю это называть, такую песочницу создать и просто пообъявлять эти параметры, попередавать разные типы, свои пользовательские типы тоже попередавать, поделать с ними какие-то пасы, так сказать, магические. Вот, для того, чтобы нормально разобраться в шаблонах, нужно просто их какое-то время пописать, и вы потом привыкнете. Вы просто будете чувствовать, что вот у меня есть гибкий такой параметр, который может быть любым типом, и я с ним могу работать как угодно. Вот, и да, самое главное, чуть не забыл, я обещал вам показать, да, еще я хотел кое-что проверить, сейчас хотел проверить кое-что, а именно var3. Вот, а если я, допустим, как-то... ну тогда, да, я просто хотел поиграть немного вот с этой темой. Так не получится, да, делать. Есть к указателю кастан. Нет, так тоже не получится. Окей, ладно, это уже такое. Оставлю вам как домашнее задание поиграть с шаблонными параметрами, попробовать их там, короче, всяческими образами покастовать и поделать всякие штуки. Вот, и, собственно, что я обещал, чуть не забыл показать, было бы вообще не очень красиво. А именно вот такой вот сайт. Называется он cppinsights.io. Я вообще, на самом деле, да, прошу прощения, что до сих пор его не показал. Это очень полезный сайт. Я сейчас объясню, почему именно. Дело в том, что на нем вы можете посмотреть очень подробно, во что раскрывается ваш код. То есть берем, например, вот этот код с нашей шаблонной функцией, да. Удаляем все, что здесь есть. Вставляем. А теперь запускаем, нажимаем вот эту кнопочку «Запустить». Ожидаем ответа, да. И видим то, что видим. То есть, смотрите, штука в том, что на этом сайте вы можете раскрыть любые самые сложные шаблоны. То есть, видите, при вызове он мне показал, когда мы вызываем вот этот наш сумматор, да, шаблонную функцию, он показал, что конкретно здесь произошло. Так, до конца ли показал, вот единственное. Давайте, наверное, чуть меньше тогда. Я сделал, наоборот, крупнее здесь, чтобы все было видно, но получается, что стало менее удобно. Давайте, наверное, вот так вот, чтобы и было достаточно крупно, но при этом все в экран умещалось. То есть, смотрите, что произошло.
По сути, нам показывают все инстанцирования нашего шаблонного типа, а именно вот оно, единственное инстанцирование, потому что мы вызвали один раз нашу функцию с конкретным набором параметров, да, с конкретным набором аргументов, точнее, которые мы передали в параметры. И поэтому мы видим вот наше общее объявление шаблона, но здесь есть уже инстанцирование, то есть first instantiated from inside cpp26, то есть он все показывает конкретно. Ну это он, да, это он просто написал, откуда он начинает конкретное инстанцирование писать. Вот, то есть нам показывают детали того, как работает компилятор. Я считаю, что для того, чтобы разбираться с шаблонами, это просто вещь незаменимая. Вообще и с другими вещами он очень хорошо помогает разбираться. Но мне больше всего эта штука, то есть этот сайт помогал разбираться с шаблонами. Очень рекомендую, ребят, как раз вот если вы сейчас только начали изучать шаблоны, то очень рекомендую в довесок прям вот рядом этот сайт держать и проверять все. То есть вы будете видеть, чем конкретно инстанцировались ваши шаблоны. Ну, смотрите, я указал, да, double int unit, то есть типы для моих шаблонных параметров t1, t2, соответственно. И, собственно, эти типы были им и присвоены. То есть инстанцирование произошло именно по этому принципу. То есть для t1 у нас double, для просто для t у нас double, для t1 у нас, соответственно, integer, для t2 у нас 2 юнита. Ну, видите, у нас третий, четвертый параметр у нас t2, то есть, соответственно, у нас 2 юнита, как и следовало ожидать. Все, ребят, собственно, я думаю, что на этом урок можно, вводный такой урок, наверное, совсем не маленький получился, но его уже можно наконец заканчивать. Я думаю, информации вам более чем достаточно для начала, да, для первого этапа изучения. Опять же, рекомендую поиграться с шаблонами, с объявлением шаблонных функций и просто пообъявлять разные параметры, попередавать разные типы и посмотреть, как все это работает. Все, спасибо за внимание, спасибо за просмотр, удачи вам в вашем обучении языка программирования C++ и в частности их шаблонов, и до следующего видео.